Рабочая частота руления 121,8. Приветствую вас, зрители моего канала. Следующая радиостанция, о которой я вам расскажу, будет авиационная радиостанция, работающая в амплитудной модуляции в авиационном диапазоне. Но не просто авиационная радиостанция, а радиостанция самолетная, предназначенная для установки на самолеты. Это радиостанция немецкого производства D-Tel FSG-50. Для начала напомню, что в основном авиация вся работает в специальном авиационном диапазоне, который называется VHF Airband и имеет границы частот от 108 до 136 МГц, и разделен он пополам: от 108 до 118 это навигационный участок, а от 118 до 136 это уже участок для речевой обычной радиосвязи. Конечно, это все имеет отношение в основном к гражданской авиации, так как в военной авиации все немного шире и может использоваться и навигационный участок, и даже за пределами него. Но сейчас разговор не об этом. Итак, радиостанция D-Tel FSG-50 работает только в речевой части, в голосовой части авиационного VHF диапазона от 118 до 136 МГц, естественно, в амплитудной модуляции и только, естественно, с шагом только 25 кГц. Выпускалась она в начале 80-х годов, тогда другого шага в Airband не было, его и сейчас практически нет. Официально есть еще шаг более мелкий, но практически он не используется, а в основном 99,9% случаев частоты аэродромов и каких-то воздушных трасс всегда устанавливаются с шагом 25 кГц. Так что эта радиостанция, хоть и начало 80-х годов, но может прекрасно и сейчас использоваться. Выходная мощность передатчика этой радиостанции всего 5 Вт, но 5 Вт в несущей. Соответственно, при 100% амплитудной модуляции мощность пиковая будет больше. Напряжение питания всей этой конструкции 12 вольт, несмотря на то, что на большинстве воздушных судов бортовая сеть 27-28 вольт. Эта радиостанция питается от 12 вольт, и чтобы ее питать от обычной бортовой сети, нужен еще преобразователь напряжения или стабилизатор 12-вольтовый. Потребляет она очень немного в режиме прием, ну и в режиме передачи, соответственно, тоже немного, так как мощность всего 5 Вт. Заход ИОС X-Ray, ВПП 36, правая, местами влажная. С точки зрения пользователя, эта радиостанция очень простая. Функций практически никаких нет, только прием передачи и установка частоты. На передней панели есть жидкокристаллический дисплей, на котором видна частота в мегагерцах и килогерцах. Последнюю цифру значения в килогерцах не видно. То есть, если у нас частота, например, 124-625, то на индикаторе будет 124.62. Это означает, что 625-620 в этой радиостанции не может быть частота, потому что шаг у нее фиксированный только 25 кГц. Частота устанавливается с помощью двух ручек, большой и маленькой. Большая ручка устанавливает частоту в мегагерцах, то есть просто меняет мегагерц, а маленькая просто меняет в пределах этого мегагерца килогерцы с шагом 25 кГц. Раньше, до того, как появилась индикация с помощью жидкокристаллического дисплея, до того, как появилось микропроцессорное управление в следующих станциях, индикация частоты очень часто в авиационных радиостанциях была вообще механической. То есть были также две ручки. Одна ручка устанавливала килогерцы в пределах мегагерца, а другая устанавливала именно сам мегагерц уже. И с каждой ручкой была связана механическая индикация, то есть было окошечко на передней панели, в котором было видно циферку, которая менялась на поворотном диске, связанном с ручкой. Но вот в этой радиостанции уже индикация сделана на жидкокристаллическом дисплее, то есть индикация электронная. Установка частоты, естественно, это синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты. Кроме ручки установки частоты, на передней панели есть еще трехпозиционный переключатель, миниатюрный тумблер. Он включает-выключает питание радиостанции. В самом нижнем положении радиостанция выключена. Не смотрите, что подсветка остается включенная. Подсветка этим тумблером действительно не отключается. На разъеме на задней панели у радиостанции есть отдельный провод для питания лампочки подсветки, на которую тоже надо подавать 12 вольт. И он не зависит от выключателя питания. Подсветка будет включаться вместе с остальными приборами на панели приборов. Итак, тумблер в нижнем положении, радиостанция выключена, тумблер в среднем положении, радиостанция включена, полнофункционально работает, но выключен шумоподавитель. В верхнем положении уже включен у нас шумоподавитель, порог которого пользователь не может регулировать. Он настроен один раз производителем и больше не регулируется. И еще у нас на передней панели есть ручка регулировки громкости, обычный регулятор, не совмещенный с выключателем питания. Россия 6349, подтвердите на прямой.
На предпосадочной прямой Россия 6349. Россия 6349, понял, работайте нижняя вышка 120,4, до вылета. 120,4, Россия 6349, до вылета. Нижняя вышка, добрый вечер, Россия 6349, заход Вор, 36 правая. Россия 6349, нижняя вышка. Удаление 15 километров, ветер 50 градусов 6 метров в секунду, ВПП 36 правая. Посадку разрешаю. Радиостанция выполнена конструктивно в виде одного блока. Вот этот блок, сразу и передняя панель, и прием-передатчик. Часто самолетная радиостанция выполняется в виде отдельной панели управления и отдельно прием-передатчик. Эта радиостанция сделана в виде одного блока. На задней стенке есть многоконтактный разъем и разъем BNC для подключения антенны. На многоконтактном разъеме, собственно, все сигналы у нас есть. Питание 12 вольт плюс-минус, управление переключением радиостанции на передачу, вход низкочастотный на модуляцию, выход на громкоговоритель, включение подсветки и еще несколько вспомогательных сигналов. Вот такая вот закрытая конструкция. Устанавливается она в специальные салазки, как, можно сказать, автомагнитола. Вот так вот ставится. И на задней стенке этого корпуса для крепления радиостанции есть два разъема тоже. BNC и многоконтактный разъем для подключения низкочастотных цепей. Естественно, встроенного громкоговорителя в корпус радиостанции нет. Низкочастотный сигнал с выхода усилителя низкой частоты выведен на разъем. И я сейчас подключил громкоговоритель от радиостанции Viola. Мне не так давно прислал подписчик несколько таких динамиков, и я ими теперь при разных обстоятельствах пользуюсь. Очень удобно, спасибо большое. Так вот, в корпусе громкоговорителя нет, естественно, микрофона тоже нет. Все это подключается с помощью разъема. И еще вы, наверное, обратили внимание, что на передней панели корпуса есть отверстие, которое ничем не закрыто. И подумали, наверное, что там было в этом отверстии? Может быть, какой-то регулятор или кнопка? В этом отверстии находится механический ключ, фиксатор этой радиостанции, чтобы она не выпала вот из этого вот шасси, из салазок. Этот ключ должен быть установлен внутри. Вот он, собственно, этот ключ. И он, находясь внутри корпуса радиостанции, позволяет заблокировать ее извлечение из салазок, из вот этого вот корпуса. И повернув этот ключ отверткой в одно положение, мы фиксируем радиостанцию, повернув в другое, мы можем ее вынуть. На самом деле, естественно, это не защита от того, чтобы радиостанцию не украли, а защита от того, чтобы она самопроизвольно не выдвинулась из разъема, не вышла от вибрации в самолете, например. Но вот конкретно в этом экземпляре, который у меня, этот ключ вынут, чтобы не мешался. И вот он находится отдельно у меня в руках сейчас. Так что эта радиостанция устанавливается непосредственно в панель на самолете и никакого отдельного блока прием-передатчика не имеет. Но, если честно, то размеры этой радиостанции уже устарели. И несмотря на то, что ее можно прекрасно использовать по своим характеристикам, она ничем не хуже, чем современные радиостанции. За исключением того, что нет каких-нибудь микропроцессорных функций, например, памяти для сохранения частот. Работает она прекрасно, но размеры ее передней панели неудобные. Дело в том, что самолет — это не автомобиль, и просто так взять, вырезать какое-то отверстие, дыру в панели и установить туда какой-то прибор на самолете нельзя. Это может сделать только сертифицированный специалист с помощью работы в специальном сертифицированном центре каком-то. То есть просто так в самолете этого сделать нельзя. Ни в каком, даже в маленьком, в частном, если он принадлежит вам, все равно этого сделать нельзя. И вот именно поэтому есть специальные стандартные размеры приборов, которые устанавливаются в панель самолета. И уже давно эти размеры стали вот такие вот круглые. Этот прибор сам квадратный, но панелька у него круглая. И имеет фиксированный размер 57 миллиметров. Поэтому на панели может быть много приборов разных установлено. И можно их местами менять или как-то взаимозаменять. Если один прибор вы считаете абсолютно вам ненужный, то можно вместо него установить какой-то другой. И поэтому у современных радиостанций панели управления имеют вот такой вот вид. Это панель от какой-то другой радиостанции. Она, соответственно, имеет круглую часть диаметром 57 мм, которая и выводится у нас на панель самолета, на панель управления. Или вот другая какая-то панелька тоже управления. Это только панель управления, это не радиостанция. На задней стороне есть разъем DB9, и от него идет кабель уже к блоку приема-передатчика. Вот современные радиостанции, они имеют вот такие вот панели управления. А вот эта радиостанция DTEL, о которой я вам рассказываю, немного можно по этому параметру считать, что устаревшая радиостанция. Размеры ее передней панели другие, такие, какие сейчас уже практически не встречаются.
В комплекте этой радиостанции дается документация, даже если эта радиостанция установлена в самолет, то вместе с ним все равно дается вот такая вот документация от производителя радиостанции. Здесь подробно описано, как эту радиостанцию устанавливать, все ее размеры установочные, все параметры. И даже есть схема электрической принципиальной. К сожалению, документация на немецком языке. Не очень, так скажем, мне знакомый язык, к сожалению. Но схему можно понять и без языка. Текст непонятно, конечно, в основном. За исключением таблицы с характеристиками радиостанции, где указан потребляемый ток, мощность и чувствительность приемника. Конечно, это все можно понять, даже если это на немецком написано. А уж схему тем более. И из схемы мы видим следующее, что радиостанция это сделана по трансиверной схеме, общий гетеродин, синтезатор частоты. Приемник супергетеродин с одним единственным преобразованием частоты. Промежуточная частота равна 10 МГц, и по ней установлен узкополосный кварцевый фильтр. Это единственный фильтр, обеспечивающий ширину полосы пропускания приемника этой радиостанции. Sibir 2516, contact Morse Control 135.5. 135.5, Сибирия 2516. Всего доброго, хорошей смены. Sibir 1074, contact Morse Control 135.5. 355, Сибирия 1074, всего хорошо, спасибо, до свидания. До свидания. Moscow Control, good afternoon, Aeroflot 1440, Aeroflot 1440, Moscow Control, добрый день, identified. Moscow Control, Aeroflot 401, добрый вечер, эшелон 340, курсом Дарев. Aeroflot 401, Moscow Control, добрый вечер, опознан. Aeroflot 401. Aeroflot 401, время. Aeroflot 401, у нас информация, что у вас проблема с гидравликой. Вот инженер интересуется, какая вышла из строя по цвету, если можно. Зеленая вышла, Aeroflot 401. Спасибо. Aeroflot 1710, попут 350. Aeroflot 1710, contact Ural Control 125, decimal 2. 125, Aeroflot 1710, bye-bye. Так как радиостанция авиационная, а не просто какая-то бытовая и переносная или автомобильная, то в списке характеристик этой радиостанции, помимо электрических каких-то параметров, радиотехнических параметров, есть еще и характеристики такие, как виброустойчивость этой радиостанции. Так что, несмотря на то, что она такая маленькая, и для 80-х годов, для начала 80-х, таких размеров маленькая радиостанция, еще и с синтезатором частоты, с жидкокристаллическим дисплеем, еще и она обеспечивает требованиям к виброустойчивости, так как устанавливается на самолет. А самолет у нас изделие с вами, так скажем, сложное. Это все, что я хотел вам рассказать об такой простой радиостанции. Функций у нее очень мало, и рассказывать о ней, собственно, много нечего. Кроме использования таких радиостанций по прямому назначению, то есть установки их в самолет, можно использовать, конечно же, их еще и стационарно или как устройство для приема, для прослушивания авиационного диапазона. Или часто подобные радиостанции устанавливают в какой-то небольшой кейс переносной с источником питания, с громкоговорителем, и получается такая некая переносная радиостанция, основной частью которой является, конечно же, авиационная радиостанция, а все остальное это просто коробка для того, чтобы хранились там аккумуляторы, громкоговоритель, была установлена антенна на корпус этого кейса, и удобно было этим пользоваться всем, например, в полях на аэродроме где-то, чтобы связываться с этой радиостанцией как с носимой. Вот таким образом еще используют малогабаритные авиационные радиостанции. Нижний подход, Редвинс 1343, добрый вечер, эшелон 180, информация Танго. 1343, нижний подход, добрый вечер, опознан, снижайтесь по Стар Аксот 2 Папа, эшелон 6-0. Аксот 2 Папа, снижаем 6-0, Редвинс 1343. Мой рассказ об авиационной радиостанции Detail, предназначенной для установки в панель приборов самолета, работающей в авиационном VHF в диапазоне 118-136 МГц, на этом закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Напоминаю, что мой канал есть на нескольких площадках: на YouTube, на Яндекс.Дзен, на Рутуб, и также есть еще группа ВКонтакте, в которой тоже есть видеоролики. Ходят слухи о том, что возможна блокировка YouTube. Я буду пытаться продолжать загружать ролики на YouTube в любом случае, но смотреть их можно будет на любой из этих площадок, на какой вам удобней. Совсем не обязательно использовать VPN для того, чтобы смотреть на YouTube. Если его заблокируют, можно просто зайти на Яндекс.Дзен или на Рутуб. Мой канал там тоже есть. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.
1461. СП-61. Попут 1461 через 7 минут пересекающий будет на вашем эшелоне пролетный до Петербурга. Вам как предпочтительно, остаться на своем эшелоне или вы можете занять 320?